Вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, и здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. И сегодня, вопреки всему и несмотря ни на что, вы будете иметь возможность наблюдать за тем, как бренд, который развивается быстрее всех за последний год на рынке смартфонов в Российской Федерации, представит новый ноутбук. Я о нем вам сегодня расскажу. Насколько это интересно? Ну, настолько, что большинство, опять же, брендов первого эшелона официально от нас ушли. Соответственно, проблемы с сервисами, проблемы с возвратами, проблемы с серовозами и всем остальным. У этого Tecno, к сожалению или к счастью для кого-то, этого нет. Стоит обратить внимание на их девайсы. И, в принципе, ноутбуки в средней ценовой категории, которые являются ультрабуками с большим количеством портов, неплохими характеристиками и нормальным железом за свою стоимость, это редкость. Это когда мы на распродажах когда-то что-то ловим в конце года, да. А так, чтобы прийти и приобрести в магазине, их становится все меньше и меньше. Поэтому решение, которое я сегодня вам представлю, я уверен, вас заинтересует. Смотрим. Ноутбук с премиальным дизайном, алюминиевым корпусом, ярким и насыщенным экраном. Ко всему экран имеет цветовой охват 100% sRGB, сертификацию TUV защиту от глаз от вредного синего свечения. Отмечу также еще отличную производительность, лучшую комбинацию версий оперативной и внутренней памяти, быструю GaN-зарядку на 65 Вт, до 17,5 часов работы на одном заряде аккумулятора, большое количество портов подключения, объемное стереозвучание с поддержкой технологии DTS, встроенный сканер отпечатков пальцев, и это только малая часть того, что из себя представляет ноутбук Tecno MegaBook T1. Перейдем же к обзору. Распаковка. Поставляется данная модель в двух коробках из плотного картона. На ней мы видим название производителя, название модели и краткие характеристики. Весит упаковка 2 килограмма 930 граммов. Далее мы достаем основную коробку, которая в цвете выглядит прям эпично. Пакинг отличный, все составляющие комплекта надежно упакованы. В комплекте мы имеем MegaBook T1, блок питания на 65 Вт, длинный кабель для зарядки USB-C, USB-C и руководство пользователя. Ноутбук упакован в защитную пленку. Перед первым включением необходимо, разумеется, его подзарядить. Габариты устройства 357,5 мм на 235 на 14,8 мм, а вес для подобного устройства отличный — 1 кг 480 граммов. 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band 6 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Мои контакты в описании. В прикрепе мой телеграм-канал с промокодами и взаимопомощи. В одном 82 тысячи человек, в другом 14 тысяч. Приходите, поможем чем можем. Все розыгрыши 30 числа каждого месяца на стриме. Перейдем же к ноутбуку Tecno. Полетели. Дизайн MegaBook T1 аккуратный и стильный. Выглядит он интересно. Имеется более чем достаточно различных расцветок на выбор данной модели. Корпус выполнен из алюминия. Открыть одной рукой ноутбук можно без проблем. На корпусе расположили отверстие для сброса, разъем для TFT SD-карт памяти, 2 USB разъема версии 3.0, аудиоразъем на 3,5 мм, наш любимый мини-джек, предохранитель, индикатор питания, разъем USB Type-C для зарядки, HDMI версии 1.4, USB версии 3.1 и Type-C версии 3.2 Gen 2, плюс Power Delivery, плюс DisplayPort версии 1.4. Это прям очень круто. Фактически все, что нужно для жизни, что не может не радовать. Помимо перечисленного, в кнопке питания имеется встроенный сканер отпечатков пальцев, что очень удобно. Срабатывает сканер довольно быстро. Клавиатура полноразмерная с 4 режимами подсветки. Ход клавиш хороший. Звук постукивания стандартный, негромкий. Печатать довольно удобно, и тачпад под руками не мешается. Разумеется, русская раскладка тоже есть. К слову о тачпаде. Он расположен по центру, имеет поддержку управления 3 пальцами, что очень удобно. Далее есть 2-мегапиксельная камера с HD качеством, со шторкой. За шторку отдельный плюс, мелочь, а для многих очень важно. Лично я все время заклеиваю. Tecno MegaBook T1 имеет 2 стереодинамика с 2,5 ваттами мощности. Поддерживается технология DTS для объемного звучания, имеется профессиональная настройка звука. Звучание, как по мне, приятное, чистое и объемное. Громкости достаточно, фильмы просматривать комфортно, как и в целом слушать музыку во время работы за ним, не используя наушники. Также отмечу, что 2 микрофона T1 имеют технологию умного шумоподавления Tecno Vogue. Разговаривать по видеосвязи не только можно без проблем, даже на расстоянии 4-5 метров, так как алгоритм автоматически отделяет голос человека от окружающего шума. Летим дальше. Ноутбук оснащен, разумеется, IPS-экраном в 15,6 дюйма с разрешением 1920 на 1080 пикселей. Никакого вам шима. Частота обновления экрана 60 Гц, цветовой охват 100% sRGB, подсветка равномерная. Максимальная яркость 350 нит. Яркости хватает в домашних условиях, в офисе или даже на улице, но при ярком солнце, разумеется, вам ее, скорее всего,
всего не хватит. Цветопередача отличная для работы с изображением, фотографиями и далее использовать можно. Матрица матовая, бликов, разумеется, нет. И есть защита от синего света для защиты глаз, а также технология DC Adaptive. Перейдем к внутрянке. Процессор установлен Intel Core i5 с 4 ядрами и 8 потоками с частотой 3,6 ГГц. Возможно, будут какие-то другие модификации, но на данный момент конкретно у меня железка с этим процессором. Видеокарта на борту UHD Graphics Intel, интегрированная оперативная память DDR4 на 16 ГБ и накопитель для внутренней памяти PSE версии 3.0, SSD объемом 512 ГБ. Имеется Wi-Fi 5 серии, Bluetooth версии 5.1. Ноутбук во время работы довольно тихий, даже если его нагрузить, то мешать шум системы охлаждения не будет. Операционная система в стоке сразу же официалочка Windows 11. Емкость аккумулятора 70 Вт-часов. Полный цикл зарядки от родного адаптера питания у меня занял 1 час 37 минут. Быстрая зарядка на борту и за 40 минут набегает 50% заряда. Полного заряда аккумулятора, по моим тестам для просмотра фильмов и роликов на YouTube, хватает на 13,5 часов использования при 100% яркости. Если использовать на меньшей яркости, так как в домашних условиях 100% яркости в принципе не нужны, то он прослужит до 17 часов свободно. В играх Т1 показал себя не очень, конечно, хорошо, так как он предназначен больше для работы, серфинга в интернете и повседневного использования. В этом плане он хорош. Несмотря на это, в какие-то стратегии или PvP битвы поиграть можно. В Geekbench 5 выдает нам OpenCL Score 3823, Vulkan Score 4559, Single Core 626, Multicore 2358, в Crystal Disk Mark чтение 3145 мегабит в секунду и запись 2591 мегабит в секунду. Минусов действительно весомых как таковых нет. Есть особенности, которые уже рассматриваются индивидуально. Для первой модели в ноутбук от Tecno данная модель показала себя по мне отлично, потому что, опять же, помним, этот бренд официально представлен у нас на территории Российской Федерации, соответственно, у него есть сервисы, соответственно, у него есть гарантийные сервисы, и никаких особых проблем, думаю, с запчастями с ним не будет. Даже если вы захотите, не знаю, оперативки докинуть, SSD-шник поменять официально, или что-то у вас произойдет. Цены можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Если промокоды, напоминаю, смотрите в моем телеграм-канале по ссылке в описании. Всем, кто оставит любой комментарий больше 5 слов, огромное спасибо, вы помогаете проекту. Резюмирую, ноутбук Tecno MegaBook T1 отличный выбор для работы в офисе, на дому и где душе угодно. Он довольно тихий, компактный, имеет стильный дизайн, удобный в работе и не только, плюс, учитывая, что они заходят на рынок и демпингуют, ценник у него и правда адекватный, учитывая гарантию. Всем огромное спасибо за просмотр, девайс сюда, добра и удачи вам, дорогие друзья.